Новая женщина на пороге. Стоит ли ей верить? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Ну, что я скажу, мои хорошие? Вот вы такие у меня экономные, да, вот транжирами вас точно нельзя назвать. Вы все в дом, вы все в норку, да, вот как эта мышка-нарушка. Вы очень вообще семейный человек. Для вас важна семья, дом, все, что связано с этим. Вы абсолютно не гуляка. Вот если поставить на чашу весов, да, вот пойти с друзьями посидеть, либо дома там с семьей, с детьми, с любимой женщиной, конечно, вы выберете семью. Давайте как раз вот сразу и сделаем маленький опрос. Вот напишите, ну вот реально, если поставить на чашу весов, пойти с друзьями потусоваться, либо с семьей провести время, что вы выберете? Пишите все, мне всегда очень интересно читать ваши ответы. Вы человек, который чтит старших, да, для вас родители это святое. У вас довольно неплохое воспитание, причем я не могу сказать, что вы жили когда-то вот в детстве, да, такой прям достаток был. Нет, у многих может проиграться, что наоборот вы очень скромно жили, но родители вот вам старались дать как можно больше, да, старались, ну, как говорится, ну, последнюю рубашку снять, да, только бы вас воспитать достойным человеком, только бы вас там выучить, к примеру, да. Многое отказывали себе, а все вам, все лучшее детям, как говорится. Поэтому и вы выросли таким вот человеком, для которого, ну, семья это святое. Простите, что-то я подкашливать начинаю, холода уже берут свое. Вы человек, который, вот вы знаете, вы настолько надежный, вы настолько вот серьезно подходите и к знакомству с женщинами, вообще вот по жизни вы такой. Вы настолько серьезно принимаете всегда важные решения, вы стараетесь не совершать импульсивных поступков. Всегда обдумаете, да, взвесите все за и против. Кто-то из вас все еще смотрит в прошлое. Ну, поскольку это общие расклады, снова мне показывают, что, ну, тот самый мостик, да, вот вы проложили мостик в прошлое, и вы ждете, когда на этот мостик ступит ваша бывшая. Почему-то она никак не наступит она на этот мостик, потому что она не хочет возвращаться, ребят. Вот говорю просто как есть. Это как будто, вот знаете, вы построили замки из песка, и вы чего-то ждете, вы сами понимаете, что вроде бы все, поезд ушел, назад ничего не вернуть, но в душе вы ждете, вы не можете ее отпустить. Вот как будто витаете в облаках. Кто-то из вас даже вот мне показывает, что, может быть, вы каким-то образом иногда и общаетесь с бывшей, пытаетесь ей то ли свою помощь оказать, да, ну, то есть, ну, вернее, предложить свою помощь, да, либо она вас просит. Но это, опять же, это такая коммуникация, ну, чисто по выгоде, да, у нее, может быть, что-то там поломалось, нужно отремонтировать. Вы стараетесь за эту соломинку уцепиться. Напишите, у кого это резонирует, ребят. Вы вообще такой человек, которого всегда можно попросить, вот в любое время дня и ночи вы поможете. И неважно, это близкие люди, это может быть на улице где-то там, ну, чужим людям нужна какая-то помощь. Вы такой очень сердобольный, вы очень эмпатичный человек, да, вы можете даже очень остро переживать чужую боль, да. Ну, вы можете, в принципе, даже вот, ну, к примеру, да, я приведу такой пример, может быть, даже когда либо фильм какой-то трогательный смотрите, можете прослезиться, может быть, новости какие-то читаете, где там, ну, кто-то погиб, какая-то трагическая ситуация, вы тоже можете прослезиться. То есть вы такой
очень трогательный, до глубины души такой ранимый человечек, очень все близко к сердцу принимаете. Очень часто витаете в облаках, и были ситуации, когда, ну, реально были обманутые надежды. Вы получали, да, вот обманутые надежды просто, на что-то надеялись, чего-то ждали, а в ответ обман. С чем это было связано, давайте уточним. У кого-то, смотрите, это было связано с работой. Ну, может быть, вы надеялись, да, там вырасти по карьерной лестнице, либо же вам что-то обещали, там зарплату повысить, да, вот если будешь хорошо работать, мы тебе повысим зарплату. А потом кукиш, что называется, да. У кого-то это проиграется, что обманутые надежды были связаны с женщиной. Женщина, которая сейчас осталась, ну, таким вот вашим воспоминанием. Это ваша такая большая-большая внутренняя боль. Мне опять-таки показывает, что ваше любимое время – это ночь, да, когда темно. Понятно, что это у некоторых может проиграться, да, не забываем общий расклад. Но то, что вот у вас как будто открывается второе дыхание ночью, либо же вы любите гулять, да, там при луне. Вы вообще можете быть полуночником, либо еще, знаете, может как проиграться, что, допустим, если вы живете вот не один, да, может быть там родственники какие-то, кто-то еще семьей живет, то вот эта вот дневная суета, она вас настолько достает, да, все постоянно вас дергают, каждому что-то нужно, там по телефону, может быть, кто-то звонит, а ночь это время, когда все спят, когда вы можете заняться своими делами, поработать, помечтать, кто-то, может быть, хобби занимается. Ну вот ночь, звезды – это ваше, да. Вы вообще можете интересоваться вот все, что связано, может быть, с планетами, с космосом. Кстати, это тоже, я помню, в каком-то раскладе уже было, тоже в сигнификации. То есть вы такой полуночник. Давайте посмотрим, что же за женщина все-таки будет у вас на пороге. Стоит ли ей верить, да, какая женщина войдет в вашу жизнь? Ох, как жизнь начнет меняться, ребят. Ох, как начнет меняться. Женщина-то загадка. Женщина очень интересная. Она неплохо стоит на ногах. Она такая, знаете, ну почему-то мне хочется назвать ее шаловливой. У нее характер очень такой интересный, своеобразный. Вы на нее западете, так сказать, именно из-за какой-то такой вот изюминки. Я даже не знаю, вот как подобрать слова. Но опять же, каждого из вас цепанет что-то свое. Какая-то таинственность. Это может быть, ну, такие искорки в глазах, вот какой-то шаловливый взгляд, да, вроде бы она и не вешается ни на кого, да, вроде бы она и общается так, ну, нормально, сдержанно более-менее, но какая-то искринка в ней есть, поэтому вы сами поначалу удивитесь, да елки-палки, я не пойму, что происходит, почему меня к ней тянет. Женщина приблизительно среднего возраста. Женщина, которая, ну, она привыкла вот пахать по жизни. Вот она и многого добилась, и она сама пахарь. Вот работа ее точно не испугает, поэтому она и добилась высот. Она тянет и семью на себе. Она такая, ну, она очень сердобольная. В принципе, эта черта у вас тоже с ней схожая. Она помогает и родителям, она помогает и, может быть, если у нее там сестры, братья есть. Но она, в принципе, такой вот человечек очень щедрый. Пока я не вижу, вот судя по раскладу, я не вижу особо ничего такого негативного в ней. Она не боится жизненных тягот, потому что она к ним уже тоже привыкла, поэтому она очень трезво всегда мыслит, она взвешивает все за и против. Она не будет паниковать. Вот знаете, бывают люди, которые
при первой же сложности начинают там паниковать, руки опускаются, что делать, куда бежать, у кого-то истерика, у кого-то депрессия. Она же очень спокойно, да, она начинает трезво мыслить, она рационально все взвешивает, что делать, как делать, к кому обратиться. Такие женщины очень классные бывают руководители. Я не исключаю, что она может даже каким-то, ну, может быть, небольшим даже руководителем быть. Пусть это вас не пугает, потому что бывают руководители отдела какого-то, да, она может быть там, я не знаю, держит какой-то магазинчик, к примеру. Ну, то есть это не какая-то там крутая где-то там в верхах, да. Это женщина, которая, знаете, она вот своеобразная, но вот единственное, что так, ну, может настораживать немножко, да, вот она бывает переменчивая. Ох, как мне это напоминает близнецов. Ох, как мне знакомы близнецы, ребят. Ой, это просто. Я никого не хочу обидеть, но вот близнецы это как хамелеоны, да? Вы знаете, что близнец, он сейчас может злиться, через 5 минут он уже добрый, белый и пушистый. Если близнец говорит нет, это да, но потом. Но вот она мне напоминает, может быть, она даже у кого-то и проиграется, ну, близнециха, так сказать, да, будет по гороскопу. Потому что переменчивый характер. Она будет, кстати, мои дорогие, она тоже полуночница. У вас тоже найдется такая общая тема для разговоров, да, потому что вот вы оба любите ночь, и в принципе, здесь будут и ночные прогулки, ночные встречи. Она не по годам мудра. Вот сколько бы ей не было лет, даже смотрите, если у кого-то проиграется, что она, ну так, относительно моложавая, она настолько умудренная, она настолько опытный человек, она много чего знает. Она всесторонне развитая. Ей очень хочется иметь мужчину, который станет ей таким верным, надежным другом, плечом, да, помощником. Ну, конечно же, любимым человеком. Но ей очень хочется, чтобы был рядом человек, который будет помогать ей по жизни, да, вот с которым можно идти рука об руку, да, плечо к плечу. Вы будете немножко заинтригованы поначалу, как я уже сказала, да, потому что и вот эти вот эмоциональные, ну, такие перепады, качели в ее настроении, кого-то могут сразу вводить в ступор, да, вот что делать, да, то она такая, кто-то может насторожиться, да, а стоит ли мне с ней быть, если она мне такое чудит, но все-таки вот ее таинственность, какая-то черта характера, именно черта характера вас очень так сильно зацепит. Что же у вас может быть с ней, да, или не быть? Ну, в общем-то, я даже и не сомневаюсь, ребят, потому что вы у меня такие товарищи целеустремленные, да. Вы все-таки будете ее добиваться, вы будете брать этого быка за рога, и все-таки пойдете рука об руку с этой женщиной. Вы посмотрите, у нас в доме семья выпала. Я больше даже не буду вытаскивать карты. Это такой финиш, к которому вы можете прийти с этой женщиной. Стоит ли ей верить? Да? Да и еще раз да. Эта женщина очень серьезная, эта женщина очень порядочная, каких сейчас, наверное, мало, к сожалению. Это женщина, которая вам покажет, что такое душевное тепло, что такое дом и уют. Вы многие ведь уже позабыли, что такое запах, ну, тех же пирогов, может быть, да, горячего борща, когда тебя с ужином ждет любимая женщина. Так вот, именно эта женщина, такая вот очень таинственная поначалу, да,
Она вам настолько откроется с другой стороны, настолько вы поймете, какая она шикарная женщина, и действительно женщина с большой буквы. Вы будете вместе обустраивать дом. И неважно, кто-то захочет гражданским браком жить, кто-то захочет жениться. Это уже исключительно ваше решение. И, между прочим, я смотрю, даже у кого-то из вас может проиграться ребеночек, если вы захотите, да, кому возраст позволяет. Здесь даже не обсуждается, потому что она не против детей, она очень любит детей. Дети даже чужие к ней тянутся, но они чувствуют ее доброту. Причем даже у кого-то из вас может стать многодетная семья, если понятно, если будут возможности. То есть я вам сейчас вот говорю то, что может быть, а вы уже сами решайте. То есть она не боится ни трудностей, она ничего не боится, она классная, но опять же, вот эта ее загадочность, ее немножко такая переменчивость, я думаю, вы со временем свыкнетесь. Вас не будет пугать никакая переменчивость, вас не будет ничего в ней пугать, потому что вы будете видеть те черты, да, вот те такие человеческие черты, которые будут вам очень сильно импонировать. В эту женщину невозможно не влюбиться. Я сейчас говорю даже не про внешность. Она настолько имеет красивую душу, хоть иногда и бывают, да, свои тараканчики, да, она может там меняться. Но еще раз говорю, очень мне на близнецов напоминает. Поэтому кто умеет находить общий язык с близнецами, я думаю, для вас проблемой точно не станет. Да и вообще, если быть немножко мудрым, я вам скажу, что даже если вы видите, ну, человек без настроения, ну, оставьте в покое, да? А может быть, наоборот, ситуация требует, ну, как правило, это многие женщины любят, да, вот когда им плохо, им нужно выговориться. Здесь уже нужно так включать свою интуицию и смотреть, что ей нужно. Либо ее оставить в покое, либо же ее обнять, поцеловать и сказать, что, дорогая, чем я могу тебе помочь, что случилось, да. И все. И она уже белая, пушистая, и она растаяла. Поэтому, мои дорогие, не забывайте, у вас все будет хорошо, у вас будет классная, любимая женщина, с которой вы будете просто счастливы. Чего я вам всеми желаю. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!